Здравствуйте, друзья! Сегодня очередное видео из плейлиста «Лапки к швейным машинам». У меня 3 новые лапки, они достаточно оригинальные, и я с большим нетерпением ждала и очень долго ждала, когда они придут с Алиэкспресс, что, несомненно, является минусом данного продавца. И я его, наверное, не посоветую вам, но зная, что есть такие лапки и как они называются, вы всегда найдете того поставщика, который будет достоин. Итак, первая лапка с отверстиями, она так и называется, лапка с отверстиями. Она предназначена для того, чтобы декорировать уже готовые изделия, либо стыки двух тканей. Видите, здесь защелочка, не нужно в эти отверстия целиться и вставлять нитки. Использовала я нитки ирис, которые предназначены, наверное, для вязания крючком, я так думаю, но для декора они прекрасно подошли. И я взяла, вы видите, 2 лоскута, стачала их, и сейчас хочу задекорировать шов между ними. Легко они вставляются, нитки, есть прорезь для ниток в лапки, чтобы хвостики заправлять обратно. Я думаю, что можно и через одну, допустим, вставить и пришить, да, ниточки. Строчку я выбирала множественный зигзаг, которая называется, она зигзагом идет, но частые уколы иглой для того, чтобы нитки свободно не ходили под этим зигзагом, а все-таки были закреплены. При правильном подборе ниток, сочетании цветов очень даже хорошая получится отделочка. Прекрасно прицепилась эта лапка. Очень многие спрашивают, подойдет ли на такую машину или на другую. Вы когда с продавцом общаетесь, вы можете задать эти вопросы, отправить фотографию своей машины с лапкодержателем. В основном советуют прибегнуть к помощи адаптера, который прикручивается и потом к нему прищелкивается лапка. Важно знать ширину адаптера и высоту. Есть коротенькие и высокие. Друзья, сейчас вы видите на экране 5 лапок, о которых я уже рассказывала на своем канале. Этот акцент предназначен для новых подписчиков. Имейте в виду, есть плейлист «Лапки к швейным машинам», где я подробно рассказываю, какие лапки существуют, какие могут идти в комплекте со швейными машинами, а какие можно заказать отдельно. Вот даже целый аппарат для создания складочек. Не каждый знает, купив такую лапку, что можно регулировать частоту складок, глубину этих складок и как это сделать. Еще я показывала, как можно с помощью лапки для автоматической петли сделать, например, зажгутованную петлю. Не каждый знает о возможностях тех лапок, которые лежат у вас в коробочках. Итак, вторая лапка, которая приехала с Алиэкспресс, была непригодная к использованию, потому что адаптер не становился на эту лапку или лапка не пристегивалась. Поэтому я взяла кусачки и выкусила здесь все лишнее. Таким страшным напильником подровняла, но я все-таки добилась своего, и адаптер стал как миленький, ровненько, и свою функцию лапка выполняла. Потому что эта лапка мне очень понравилась. Я показываю вам то, что я лишнее убрала. Нужно добиться того, чтобы лапка прижималась к игольной пластине, ровно причем. А так она прищелкнулась, но стояла боком. Жалко, я не сняла, но мне кажется, это лишнее показывать вам. Смотрите, какой должен быть результат. И что, возможно, она же пластиковая, эта лапка. Сзади лишнюю пятку там убрала, и все. Педикюрчик для лапки сделала. Ну вот, и посмотрите, как хорошо. Теперь можно выпуклые декоративные элементы. У меня, например, видите, стразы прямо в инкрустации, в оболочке железной. Пайетки можно пришивать. Она так и называется, для жемчуга и пайеток. Есть полужемчужины, знаете, есть жемчужинки прям на ниточке. Такая тесьма объемная, короче говоря, для объемной тесьмы. В паз, который там снизу идет, проходит тесьма. При этом лапка прижимает нормально ткань. Вы видите, как прекрасно. Зигзагом пришиваю. Обычный зигзаг. Единственное, вы должны сначала вручную попробовать. Маховое колесо на себя крутите. Попробовать ширину зигзага, чтобы
игла не уперлась, не воткнулась в эту лапку. Прекрасный результат, я думаю. Можно нитки прозрачные даже взять. И третья лапка, посмотрите, какая прикольная. Здесь один валик и два колесика. Эта лапка называется нескользящая. Для чего она нужна? Для липких тканей. Посмотрите, например, пленка ПВХ, она прилипает и очень трудно двигается. Но за счет того, что колесики катятся, она не прилипает к лапке, не залипает на ней. И я попробовала, пристегиваться хорошо. Я попробовала шить, чтобы лапка катилась по ткани, по коже и по пленке ПВХ. Во всех трех случаях получилось хорошо. Единственное, нет здесь прорези для хвостиков ниток. Пришлось помогать себе палочкой. Хочу обратить ваше внимание на то, что при использовании новых лапок нужно обязательно подстроить машину. Я сама таким страдала. Раньше думаю, ой, не шьет, плохая лапка. То она не встала у меня ровно, выбросила. А ведь можно подкорректировать, вы сами увидели, как-то ее немножечко подстроить под машинку. Затем очень важна толщина иглы, вообще вид иглы. Очень важна нить какая. И вообще иногда даже помогает включить и выключить машину. Потому что, ну вот что-то там зацикливается и залипает, или нитка не так заправлена, перезаправить нитку, где-то что-то соскочило. Не спешите винить в плохой строчке лапку, если она у вас новая. Обязательно проверьте настройки машины. Друзья, без обид, но ссылку на магазин давать не буду по 3 причинам. Первое. Трек номера для отслеживания не было предоставлено. Второе. Посылка шла очень долго, прошли все сроки. Я уже попрощалась, честно говоря. Не надеялась, что придет эта посылочка. Ну, пакет пришел, и пришло оповещение: получите пакет, вас ждет на почте. Я сходила, получила. Номера не было. Далее. Вы видели, что одна из лапок не пристегнулась, не подошла. Пришлось кустарными методами ее подгонять. Однако я посчитала, что обзор лапок сделать нужно, потому что информация превыше всего. А уже зная, что искать, желающий всегда найдет. С вами была Любовь Рулевская. Приглашаю подписаться на мой канал. Вас ждет еще очень много интересного. Всех люблю, целую. Пока-пока.